Всем привет, друзья! Сегодня я предлагаю вам приготовить традиционную немецкую выпечку, а точнее баварскую выпечку. Готовить мы с вами будем немецкие брецели или брецели, их называют по-разному, но в любом случае это будет очень вкусно. И, конечно, у этой выпечки есть как абсолютные любители, так и те, кто вообще не понимает, как можно есть эти соленые то ли булки, то ли бублики, но мы с вами приготовим, а дальше вы уже разберетесь, нравится вам это или нет. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также вы найдете такой же список в описании под этим видео. Итак, нам понадобится просеянная мука, сухие дрожжи, соль и сахар. Все перемешиваем и делаем такой небольшой колодец наших сухих ингредиентов. Добавляем холодное, буквально ледяное молоко, и начинаем замешивать тесто. Я буду делать это в планетарном миксере, использую вот такую насадку и на минимальной скорости просто перемешиваю сейчас все ингредиенты. Как только все ингредиенты перемешались, я добавляю сливочное масло комнатной температуры и меняю насадку на крюк. И теперь мы будем вымешивать тесто довольно долго, в среднем это 15-20 минут, до гладкости и эластичности. Руками это будет сделать довольно трудно, поэтому я рекомендую все-таки воспользоваться планетарным миксером. Либо, если вы все-таки решили замешивать тесто руками, то постарайтесь идеально вымесить тесто. За время вымешивания теста я периодически его проверяю, чтобы на дне чаши все ингредиенты хорошо вошли в тесто. И посмотрите, прошло всего лишь 7 минут, и тесто довольно рыхлое, то есть понятно еще, что нужно продолжать замешивать. И вы увидите, каким будет тесто после 20-минутного замеса. Оно будет очень эластичное, мягкое. И при приготовлении брецелей все-таки лучше тесто вымесить дольше, чем не домесить. Поэтому наберитесь терпения, и все обязательно получится. 20 минут прошло. Посмотрите, какое получилось тесто. Я перехожу теперь на рабочую поверхность и буквально 1 минутку обминаю его со всех сторон, чтобы оно было гладким. Как видите, рыхлость абсолютно пропала, и тесто выглядит просто идеально. Теперь нам нужно сформировать шар, накрыть тесто полотенцем и дать ему отдохнуть буквально 20 минут. После этого нам нужно разделить тесто на кусочки весом 90 грамм каждый. Всего у меня получилось 9 кусочков по количеству брецелей, то есть соответственно выпекать я буду 10 брецелей. Вы можете воспользоваться весами, и можно, конечно, делать брецели весом как 80 грамм, так и 100, но как по мне 90 грамм это оптимальный вес каждого кусочка для того, чтобы брецели получились и не маленькие, и не слишком большие. Пока я работаю с одним кусочком, оставшееся тесто я накрываю полотенцем, оставшиеся кусочки. И теперь посмотрите, как нам нужно сформировать небольшие колбаски. Мы обминаем кусочек теста и к себе делаем таких небольших 3 подворота. И отставляем в сторону колбаску. Давайте еще раз. Тыльной стороной ладони поворачиваем немножко к себе, придавливаем и снова к себе. И формируем небольшую колбаску. Таким образом у нас должно получиться 10 вот таких вот небольших рулетиков. 3 раза свернули к себе и отставили в сторону. Накрываем полотенцем и даем тесту постоять буквально 5 минут. И теперь начинается самый интересный процесс. Сейчас мы будем раскатывать наш рулетик и формировать брецель. Оставшиеся кусочки находятся у нас в комнате, накрытые полотенцем, и ждут своей очереди. Раскатываем тесто с двух сторон. Серединка у нас должна быть более плотная, толстенькая. Это у нас называется тело брецеля. И нам нужно сформировать вот такие полосочки. Они называются
руки брецеля, мы перекручиваем их и с двух сторон слегка придавливаем и формируем аккуратный брецель. И вот что у нас получилось. Перекладываем брецель на отдельную досточку и желательно смазать ее растительным маслом. Итак, давайте еще раз посмотрим, как мы формируем брецель. Слегка придавливаем и разравниваем колечки. Старайтесь, чтобы все брецели были примерно одинаковые, так они будут смотреться более аккуратно. Профессиональные пекари обычно раскатывают колбаски в воздухе, слегка подкручивая их как скакалку. Серединка у нас толстенькая и тоненькие ручки. Но опять же слишком тонко не раскатывайте, у вас не должны получиться шнурки. Свернули и переложили снова на досточку. Первая партия брецеля у нас уже готова. Накрываем ее полотенцем и приступаем к оставшимся 5 брецелям. Делаем все то же самое. Раскатываем, перекручиваем и придавливаем. И следующие 5 брецелей также готовы. И таким образом у нас получается всего 10 брецелей. Накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 45 минут. И посмотрите, какие они получились пухленькие, симпатичные. Видно, что дрожжи хорошо сработали, поэтому мы все делаем правильно. Теперь отправляем наши досточки с брецелями в морозилку на 25 минут. За это время мы подготовим противень, застеленный пергаментом, и также нам понадобится кипяток 1 литр и 3 столовые ложки пищевой соды. На среднем огне мы доводим воду до кипения и осторожно добавляем соду. Аккуратно перемешиваем, и все, наш раствор уже готов. 25 минут прошло, и я достаю первую досточку с брецелями, первые 5 штук. И вода продолжает кипеть на среднем огне. Я окунаю брецель буквально на 3 секунды и тут же перекладываю брецель на противень. И так поступаю со всеми брецелями. Я выпекаю по одному противню, то есть по 5 штук. Оставшиеся брецели находятся еще в морозилке. Брецели должны сразу всплывать. Это значит, что тесто хорошо постояло, оно подошло. А если при окунании брецели падают на дно кастрюльки, то нужно было все-таки дать больше им времени для расстойки. Теперь берем очень острый нож, и там, где у нас было тело брецеля, то есть толстенькая часть, там мы делаем небольшие надрезы. Теперь берем крупную соль и выкладываем ее на брецели. Она хорошо крепится, брецели довольно липкие, поэтому отпадать она сильно не должна. Также я использую семечки, у меня здесь и кунжут, и тыквенные семечки, и семечки подсолнуха. Некоторые также добавляют мак, то есть все по желанию. Можете даже орехами притрусить, если вам нравится. Здесь уже не сильно важно. И выпекаем в разогретой до 220 градусов в духовке 13 минут до вот такого красивого золотистого цвета. Дольше выпекать не нужно, потому как если вы передержите брецели в духовке, они у вас просто превратятся в бублик. И пока остывает наша первая партия брецелей, я с морозилки достала оставшиеся 5 штук и точно таким же образом окунаю их в содовый раствор. Делаю надрезы и присыпаю солью и семечками. Брецели мы выпекаем без конвекции в режиме вверх-вниз. Если вы все сделали правильно, то у вас должны получиться румяные хрустящие брецели с плотной корочкой и с очень мягкой серединкой. Мякиш должен быть просто воздушный и такой пористый. Именно такими должны быть настоящие баварские брецели. Они идеально подходят как закуска к пиву, либо же просто на завтрак. Можно помазать их мягким сливочным сыром, положить какую-нибудь баварскую колбаску, и идеальный брецель к завтраку у вас уже готов. Также
Вы можете заморозить заготовки и выпекать по 4, по 5 брецелей. То есть вы сделали партию из 10 штук, 5 заморозили и 5 выпекли на несколько дней, допустим, или на один день. Давайте посмотрим, какой брецель внутри. Кажется, что он твердый, но на самом деле серединка просто воздушная. Он очень мягкий. Получился просто идеальный. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. Обязательно пробуйте, делитесь в комментариях, что у вас получилось. И я с удовольствием почитаю ваши отзывы. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!